Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр. Показываю вам ссылку на полный обзор, для того, чтобы вы могли данный обзор, кому это, конечно, необходимо, скачать себе и, в общем-то, в формате PowerPoint получить, так сказать, данные для дальнейшего исследования, работы или же, так сказать, таких целей, которые вы преследуете, просматривая мои видео. Итак, желтые маркером подчеркну ссылку. Она находится прямо в первом описании или комментарии под данным видео. Хорошего просмотра вам. Месяц, то есть сравнили, посмотрели, сделали выводы для себя и переходим к следующему слайду. Что же произошло? Это ретроспектива опять у нас, но уже традиционно я на год даю, за год. Что произошло с недвижимостью, сравнивая декабрь 2024 год, график рисунок, класс социальное жилье. $537 и $552 – это у нас декабрь 2025 год. Видим, что на 2,79% подорожала недвижимость за 2025 год. Да, друзья, не падайте со стула, не бросайте в меня помидорами. Сейчас зима, в общем-то, да, это дорогостоящие продукты. Но так или иначе цифры показывают, что мы наблюдаем с какого-то перепугу рост стоимости квадратного метра, в данном случае класс социальное жилье. Друзья, мы также на протяжении многих лет, я и компания Alim Consulting, готовим индексы для крупных украинских банков и банков, которые работают на территории Украины. Что такое индекс? Индекс, давайте покажу на примере, вот здесь индекс, единичка положительная, запятая 0,28. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. В данном случае класс социальное жилье показываю на данном графике. У кого есть статистика, тот может, в общем-то, готовить индексы. Видим 552 делим на 537, получаем вот этот рост в процентном соотношении почти 3% в годовом измерении. Или же положительный индекс единичка, запятая 0,28. Друзья, небольшая рекламная пауза. Мы готовим, как я уже говорил, с компанией Alim Consulting для крупных украинских банков данные индексы и фокус группа людей, которые смотрят меня, это как раз управление по рискам или риск-менеджмент. Это управление, естественно, в банках. Эти люди, специалисты, знают лучше, чем кто-либо, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине, друзья, поверьте, знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И на примере вот этого графика рисунка показываю вам, вот здесь снижалась стоимость, теперь она растет медленно и уверенно. То есть это архиважная информация для финансовых учреждений. Поэтому люди, которые меня смотрят, управление по рискам, риск-менеджменту, найдите мой телефончик, он есть в описании YouTube канала, это Viber телефон, созвонимся или спишемся, как удобно. Техническое задание составим, и вы будете получать, ежеквартально мы делаем для своих контрагентов индексы, будете получать по всему портфелю кредитному, в котором и мы говорим про недвижимость, под которой ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства, будете получать, в общем-то, исследования, это научные исследования, методология, я все это обосновываю с графиками, с рисунками, в общем, с индексами, все это вы будете видеть. Я думаю, что ваши знания, или точнее синергия ваших знаний о том, как меняется стоимость денег во времени, мои знания, как меняется стоимость недвижимости во времени, помогут вам, друзья, в общем-то, в ваших бизнес-процессах. Ну и, конечно же, мне и компании Alim Consulting помогут развиваться дальше, ну, мне заниматься наукой. Переходим к следующему, друзья, слайду. Прежде чем будем говорить о прогнозах, хочу напомнить вам, что я использую в прогнозах не как некоторые эксперты, там чай,
гуща кофейная, да, там кто-то с Богом разговаривает. Ну, я это так, понятно, что с сарказмом говорю все это. Я использую также научную методологию, метод многофакторного анализа. То есть я стараюсь через призму уже экономических данных или индексов, опять же, помним, что такое индекс, да, это изменение стоимости, ну, если про рынок недвижимости, во времени квадратного метра. Также индексы характеризуют, это в открытом доступе, макроэкономические показатели развития, в данном случае Днепропетровской области. Так вот, один из внешних показателей, факторы, точнее, мы о них поговорили, это заявления всевозможные, беспочвенные, да, ну, как, например, Дональд Федорович Трамп пришел в январе 2025 года и сказал, что он за один день закончит войну. Рынок недвижимости, не только рынок недвижимости, и фондовые рынки, там, все отреагировали сразу, да. На удивление, рынок недвижимости, хоть я говорю, что он не ведет себя как фондовый рынок, он тоже отреагировал. Также внешние факторы – это война, приближающийся фронт и прочее, прочее. То есть все это покрыто так, дымкой тумана. Я не могу это знать, предугадать тоже не могу. А вот внутренние факторы, которые влияют на развитие рынка, я их очень хорошо знаю и вижу. Служба статистики дает нам такую информацию. Итак, начнем с показателей, которые внутренние, да. Один из показателей – это, друзья, у нас сколько строительная отрасль в 2024 году сдала в эксплуатацию нового жилья. Видим по Украине минус 33%, в большую сторону округлил. Меньше на 33% было сдано в эксплуатацию недвижимости жилой. Давайте посмотрим, что произошло у нас в Днепропетровской области. Вот заметьте, друзья, город Днепр, бывший Днепропетровск, переименовали. Ну, то ли мозгов не хватило, то ли Днепропетровская область огромная. Представляете, это на каждом доме надо поменять эту самую табличку, это надо, что там еще, в документах исправления сделать. Но это вся страна должна работать только, наверное, чтобы переименовать Днепропетровскую область в какую-то, в Днепровскую, да, ну, по логике. Поэтому оставили, не стали, и, в общем-то, даже это не смогли освоить. Днепропетровская область осталась. Итак, смотрим, что в 2024 году было сдано на 45, в большую сторону округлил, процентов жилья меньше, чем это было до военный период, это 2021 год. Давайте посмотрим, что произошло у нас в Днепропетровской области, тоже 2025 год. У нас первое полугодие. Да, друзья, спешу вас огорчить, возможно, я ошибаюсь, кто любит, так сказать, статистику и отслеживает все это по сайту службы статистики. Наверное, напишите мне или там подтвердите, но у меня такое впечатление, что мы в 2026 году статистики уже по количеству сданных в эксплуатацию квартир не увидим. То есть они там так наулучшали, да, что найти эту информацию практически невозможно. А возможно, они просто не публикуют это. Я еще не разобрался с этим сайтом. Это новый сайт, он в феврале месяце начал в конце работать. Но эти данные со старого сайта, который не обновляется. Там, ну, вывеска такая висит у них. Итак, Днепропетровская область, было сдано за первое полугодие 2025 года 1073 квартиры. Возвращаемся в 2024 год. Здесь находим Днепропетровскую область. Видим, сколько 1124 квартиры. То есть практически, ну, чуть меньше получается. Да? Здесь 2124 за год, а здесь, ну, или то же самое. Да? Практически та же самая цифра, но это если мы линейно экстраполируем. Я думаю, что на самом деле будет 1500-1700 сдано в эксплуатацию квартиры, то это все квартиры, которые начали свое строительство, так сказать, в довоенный год. Ну, как раз вот жилищный комплекс сдается за 3-4 года. Вот эти квартиры и сдаются. Я предполагаю, друзья. Ну, посмотрим. Если сайт будет работать, я вам подтвержу данную информацию, что выросло количество сдаваемого в эксплуатацию жилья в Днепропетровской области, или, как я говорю, уменьшилось. Пока мы только предполагаем, что оно осталось на прежнем уровне. Итак, следующий, но все равно это меньше, чем в довоенный, друзья, год. Вспоминаем, довоенный 2021 год. Следующий слайд.
Мы поговорим о людском капитале. Помните, квартиры равно люди. То есть в квартирах живут не марсиане, а живут люди. Итак, сначала официальная статистика, что произошло с Украиной за период самостоятельного государства. 91 год, кто не знает, Украина стала самостоятельным государством, и в то далекое время в Украине проживало почти 52 миллиона людей, 51 миллион 994 тысячи. 2022 год, здесь первый квартал, то есть война началась, помните, да, в 2022 году, уже проживал 41 миллион 167 тысяч, то есть вот почти 10, друзья, миллионов, это целое государство. Вот Израиль, для примера просто вам приведу. Израиль в 1954 году, там 800 тысяч было. И вот они на сегодняшний день имеют где-то под 9 с чем-то миллионов населения. Представляете, целая страна. Вот эти товарищи, которые управляли этой страной, сколько там у нас этих президентов было, да, вот они вот ее грохнули, эту страну, в полном смысле этого слова. Ну, 10 миллионов людей испарились. В хорошей стране, ну, это катастрофа, такое не должно происходить. То есть или люди уезжают, или уходят, так сказать, в мир другой. Но теперь давайте посмотрим, что со времени войны произошло. Данные Организации Объединенных Наций 7 миллионов 678 тысяч – это люди, которые уехали в Европейский Союз. Из них только 4 миллиона 850 тысяч получили, ну или воспользовались статусом временной защиты. Также в Россию уехало 2 миллиона, но представители Российской Федерации говорят, что это 5 миллионов, а недавно слушал Путина, он говорит, что у нас там 10 или 12 миллионов украинцев проживает. Но кто их считал? Как в Российской Федерации, так и в Европе. А кроме Европы есть еще 186, ну, в целом в мире 186 или 188 стран. Ну, если ошибся, напишите мне. Так уехали лишь люди не только в европейские страны, да, я уже не говорю там про Америку, в Азию, то есть достаточно много людей по всему миру, в общем-то, разбросала, в том числе война. Поэтому вот эти данные, ну так, с натяжкой возьмем, что это правда, да. Считаем, 7 миллионов 678 тысяч, это Европа, европейские страны, плюс 5 миллионов, которые в Россию уехали, получаем 12 миллионов 678 тысяч. Прибавляем 500 тысяч, это люди безвозвратно ушедшие, то есть погибшие на фронте. На самом деле здесь гораздо больше, я в этом не сомневаюсь, но, так сказать, политики уже нам говорят о этой цифре. Итого, получаем 13 миллионов 178 тысяч, это население, которое покинуло данную благословенную Богом территорию. Несложный подсчет, 41 миллион 167 тысяч, это официальная статистика, довоенная. Отнимаем 13 миллионов 178, получаем 28 миллионов. Да? Но, друзья, вот здесь я должен сказать, что я думаю, что, наверное, 25 все-таки миллионов, это более похоже на правду. Откуда взялись 3 миллиона? Ну, 3 миллиона это вот здесь, друзья. Если со стороны Российской Федерации говорят, что больше миллиона погибших, ну, наши пропагандисты, то я уверен, что со стороны Украины столько же погибших. Плюс неизвестно количество пропавших без вести, это 500. Плюс неизвестно количество, которые, в общем-то, в плену. Ну, то есть можно смело 3 миллиона, ну и плюс еще мы же говорим, что кроме Европы и Российской Федерации есть еще достаточно много стран по миру, куда уехали украинцы. То есть я думаю, что 25 миллионов населения. То есть вот сейчас подумайте, только 52 миллиона страна, еще раз показываю цифры, 91 год, 1991 год. И 2026 год 25 миллионов. Но это как надо было постараться, чтобы все это произвести, да, это эксперимент какой-то, наверное. Но, друзья, имеем то, что имеем, поэтому я предполагаю, что, в принципе, при такой демографии и депопуляции, так сказать, населения в Украине, ну, та недвижимость, скоро ее избыток будет, да, это, к сожалению, ну, вот такой сарказм, да, по-другому я это не могу. Ну, помните, люди равняется недвижимость, то есть люди живут в квартирах.
Нет людей, ну, люди не живут в квартирах, или квартиры не нужны. А с учетом того, что мы наблюдаем, буквально вот вчера целые сутки не было практически в Киеве света, то есть вот эти бетонные каменные мешки, они абсолютно непригодны для жизни. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь немного очень мне, кстати, напишите, если у вас такая возможность будет, рассказывают коллеги, друзья, там, подписчики о том, что программа ОСЭЛЯ, это такая программа есть в Украине, которая, в общем-то, разогревает рынок недвижимости. Друзья, хочу показать очередной раз людям, которые ведутся на пропаганду. Вот это не моя информация, структура, сколько было получено квартир по этой программе. Всего, значит, 16 тысяч квартир ни за месяц, ни за два, друзья, а за 4 года. Подумайте только, как может 16 тысяч квартир повлиять на население. Ну, сегодня 25 миллионов мы говорим, да, это мужчины, женщины и дети. Ну, то есть это капля в море, это просто капля в море. И напоследок покажу вам вот этот график. Это, значит, официальная статистика довоенная, сравним с 2015 годом. Да? И что здесь мы видим? Это сейчас по-европейски называется рабочая сила. А еще у нас в военкоматах говорят, что это мобилизационный ресурс. То есть это категория населения, раньше она называлась экономически активное население, то есть с 14 до 70 лет. Ну, то есть люди, которые способны зарабатывать. Почему, спросите, с 14 лет? Ну, вот раньше было профобразование, и люди, я, кстати, школу профобразования проходил такую же, да, то есть люди после 8 класса шли в профобразование и уже начинали с 1 года работать. То есть им и стаж шел, и все, в общем-то, засчитывалось. Поэтому с 14, почему до 70 лет? Ну, есть люди, которые в 70 лет еще вполне неплохо себя чувствуют. Это те, которые не пили, не курили, да, ну, занимались там чем-то полезным, да. Есть такая категория людей, и я лично знаю несколько таких людей, которые, в общем-то, в таком преклонном возрасте, в общем-то, еще занимаются бизнесом, читают лекции и так далее. И так вот, я сейчас о том, что рабочая сила в довоенный 22 год составила всего лишь 16 миллионов. Вот здесь видите, 16 миллионов 600 тысяч – это количество людей, которые способны, ну, генерировать какие-то денежные потоки, то есть попросту зарабатывать. И вот еще раз сравнивая 16 этих миллионов с теми, так сказать, 16 тысячами квартир, которые по программе ЕОСЕЛЯ были освоены. Но это капля в море, тут не о чем говорить. Итак, друзья, вроде как все, да? Давайте я остановлю пока слайдов и поговорим же о прогнозах. То есть я вам показал внутренние факторы, которые, ну, в состоянии, так сказать, как говорил больной, скорее мертвый, чем живой. Такие рынок недвижимости скорее мертв, чем живой. При этом, друзья, мы видим, что стоимость квадратного метра в Днепре выросла за 3 последних квартала аж на 3%. Ну, я округлил немножко, да, в большую сторону. Я все-таки предполагаю, что первый квартал мы увидим снижение каждый месяц. Помните, первый квартал – это январь, вот сейчас февраль, март. Каждый месяц мы будем видеть снижение по 1%. Вот я не могу поверить, я понимаю, что люди зомбированы, я понимаю, что ну, все равно настолько неадекватно вести себя рынок, а мы работаем с предложениями, то есть это хотелки людей, продавцов на самом деле. Настолько нелогично себя вести, ну, у меня просто еще при этом, опять же, повторюсь, вторичный рынок, мы сейчас о нем говорим, это рынок недвижимости, который продается исключительно за доллары или за евро. Поэтому, друзья, я предполагаю, что все-таки минус 3% будет за первый квартал. Итого, сравнивая 2025 год с мартом 2026 года, мы увидим, что стоимость где-то будет вот в районе, может быть, плюс 0,5% роста за данный период, или даже может быть плюс, вернее, минус 0,5%, полпроцента снижения. То есть вот в таком периоде я предполагаю, стоимостном, естественно, мы будем видеть динамику все-таки, я думаю, что снижение в целом за год. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью,
в Украине и не только, вам нужно что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.